Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Александра. В этом видео я хочу поделиться своим опытом и расскажу, как сушить сливы на зиму в домашних условиях, чтобы получилась вкусная сушка из слив, или, если хотите, вяленые сливы, или даже чернослив, если вы немножко еще их сверху покроете сахарным сиропом. Думаю, вы удивитесь, но слива принадлежит к семейству розовых, которое насчитывает более 400 видов. Сородичи сливы – вишня, персик, абрикос, черешня и даже миндаль с черемухой. Кто бы мог подумать? Сливы в моем саду представлены 5 деревьями, сезон плодоношения которых растянут во времени примерно на 1,5 месяца. От среднеранних сортов, созревающих уже в середине июля, и до поздних, которыми мы сейчас наслаждаемся. Пользу слив, конечно, трудно переоценить. Прежде всего, это отличный источник пектинов, ценной пищевой клетчатки, обладающей хорошей растворимостью и способностью поглощать и выводить токсичные вещества из организма. А еще сливы – это отличный поставщик железа, которое регулирует уровень гемоглобина в крови человека, и антоцианов, фиолетовых таких красящих веществ из класса флавоноидов, очень полезных для профилактики и снижения воспалительных заболеваний и улучшения барьерных функций нашего кишечника. В общем, если сливы есть в вашем рационе, с иммунитетом будет все в порядке. Конечно, в период массового сбора слив следует сделать заготовки этих косточковых на зиму по максимуму. Поэтому, кроме традиционных методов заготовки, варенья, джемов, я обязательно сушу сливы на зиму. Как же правильно сушить сливы в домашних условиях? Как подготовить сливы к сушке? Конечно, здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, нужно отобрать для сушки сливы, которые не поражены вредителями, в меру созревшие, но не перезревшие, с плотной мякотью, которая не расползается при удалении косточки. Во-вторых, сливы следует помыть в проточной воде, чтобы избавиться от пыли и грязи на плодах, а также смыть защитный восковый налет на каждом плоде. Затем я просушиваю промытые сливы и удаляю косточки. Кстати, для сушки слив лучше выбирать те сорта, у которых косточка легко отделяется от мякоти. Обычно это сливы с названием венгерка. У меня, например, есть венгерка итальянская, прекрасная слива для сушки. Но поскольку сливы имеют очень толстую кожицу и поэтому медленно сохнут, я применяю метод принудительного утончения оболочки сливы и одновременно консервирую их и дезинфицирую плоды. Для этого используется особый дезинфицирующий агент – мелкокристаллическая сера. Сера в соединении с кислородом образует сернистый газ или слабую сернистую кислоту, которые не только истончают и размягчают оболочку плода, но и дезинфицируют сливы, избавляя их от грибков и микробов-патогенов. Половинки слив, из которых уже удалена косточка, я складываю в чистые пластиковые ячеистые ящики, чтобы хорошо перемещался сернистый газ внутри, и заполняю их примерно на треть сливами. Далее приступаю к обработке серой. Выкладываю мелкокристаллическую серу на древесные угли в металлическую емкость или даже в небольшое углубление в почве. Вокруг горкой складываю ящики со сливами. Затем поджигаю серу и максимально герметично укрываю полиэтиленовой пленкой сливы, чтобы сернистый газ оставался внутри не менее 4-6 часов. После такой обработки сливы станут более мягкими, немножко потеряют цвет и будут обработаны природным фунгицидом от патогенов. А далее будем сушить сливы на солнце, во дворе или в огороде, где у вас есть место. Я обычно использую либо стол, либо несколько металлических ящиков, укрываю их пленкой, раскладываю обработанные сернистым газом сливы и сушу примерно 4-5 дней.
По истечению срока сушки собираю сушеные сливы в обыкновенный картонный ящик и отправляю на хранение в сухое прохладное место. Как только наступят холода, будем лакомиться сушеными сливами, как конфетками. Уверяю вас, это очень вкусно и очень полезно. Ну что ж, надеюсь, вы тоже приготовите сушеные сливы на зиму по моему рецепту. Напишите в комментариях, как вы готовите сливы на зиму, как вы их храните. Поделитесь, пожалуйста, собственными интересными рецептами. Спасибо за просмотр и подписку. Скоро увидимся!